Всем привет! Сегодня готовим ароматные творожные булочки-пышки со сметанной заливкой на завтрак буквально за 30 минут. Это реально очень быстро и просто. Посмотрите, какие булочки получаются невероятные, очень пышные. Здесь просто нежнейшее творожное тесто. Очень вкусно. Уверена, такие булочки разлетятся в один миг. И, конечно, их надо подавать еще теплыми к столу. Тогда они очень вкусные. И для того, чтобы приготовить этот замечательный завтрак, мне понадобится 300 граммов творога. У меня творог домашний. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. 2 яйца. Я использую яйца крупного размера. Примерно 250-300 граммов муки. Муку будем корректировать по консистенции теста. Ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Сахар 80 граммов. Сахар корректируйте по вкусу. Зависит от того, какой у вас творог. Более кислый или менее. Сметана 60 граммов. Я использую жирную сметану. Если хотите, можно заменить сметану растопленным сливочным маслом. Щепотка соли. 10 граммов разрыхлителя для теста. И также я буду добавлять в тесто цедру апельсина, примерно 1 чайную ложку, и сок апельсина 30 мл. Также 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром. Приготовим тесто. В миску я отправляю творог. Творог у меня мягкий. Разбиваю яйца. Добавляю сметану. Тесто готовится очень быстро, поэтому рекомендую сразу же включить разогреваться духовку. Добавляю сахар, соль, сок апельсина, цедру апельсина и чайную ложку экстракта ванили. И сейчас я все буду смешивать при помощи погружного блендера. Если вы не хотите использовать погружной блендер, тогда надо творог протереть через сито. Посмотрите, у меня получилась вот такая однородная масса, достаточно жидкая. И теперь сюда я просеиваю муку, но не всю, сначала примерно половину. Добавляю разрыхлитель для теста. Замешиваю тесто лопаткой. Тесто не должно получиться слишком густым, оно будет липковатым. Поэтому здесь очень важно не переусердствовать с мукой. Добавляю еще муку. В конце замеса я точно скажу, сколько у меня сюда ушло муки. Посмотрите в итоге, какое тесто получилось. Оно должно быть вот таким вязким. Но, тем не менее, видите, оно еле-еле вот так вот, даже с трудом стягивается у меня с лопатки. В тесто у меня ушло ровно 250 граммов муки. Формировать булочки я буду при помощи 2 столовых ложек. Все очень просто. Набираю тесто и перекладываю на противень. Противень я просто застелила силиконовым ковриком, ничем не смазывала. Если вы будете использовать обычную пергаментную бумагу, обязательно смажьте ее слегка растительным маслом. Это на самом деле очень просто. И самое главное, что не используем при этом лишнюю муку. Обязательно выкладываем на расстоянии друг от друга, так как булочки будут немного расплющиваться и увеличиваться в размере. Здесь я разболтала 1 желток и 1 столовую ложку молока. Булочки сверху смазываю желтком с молоком, чтобы они получились румяные. В принципе, это можно и не делать, как хотите. И как раз тесто так немножечко приглаживается, хотя это тоже не важно. Мне кажется, что наоборот, когда булочки вот такие разные, это очень красиво. И сейчас противень с тестом я отправляю в хорошо разогретую до 180-190 градусов духовку, примерно на 20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Булочки должны красиво подрумяниться.
И сейчас для наших булочек-пышек приготовим очень вкусный сметанный соус. Здесь у меня 150 граммов жирной сметаны. Добавляю 1 столовую ложку сока апельсина и 15 граммов сахарной пудры. Конечно, сахарную пудру корректируйте по вкусу. Можно также взять и сахар, если вы хотите, но, конечно, пудра намного быстрее растворится в сметане. Хорошо все перемешиваю. И заливка готова. Получается такой апельсиново-сметанный соус. Булочки я достала из духовки. Выпекались они у меня примерно 22 минуты. Посмотрите, какие красивые румяные получились. Перекладываю булочки на тарелку. И сразу же еще горячие булочки смазываем сверху сметанной заливкой. Хорошо так щедро промазываем. Пока булочки горячие, эта сметанная заливка впитается, и это, конечно, будет очень вкусно. Из этого количества ингредиентов получается 12 вот таких красивых булочек. Посмотрите, буквально за 30 минут шикарный завтрак готов. Но кто откажется съесть вот такую ароматную, пышную, нежную булочку на завтрак? Никто. Обязательно подаем со сметанной заливкой и едим булочку. Ну что я могу сказать? Булочки, пышки получились очень классные. Здесь много творога, и они такие ароматные. Чувствуется апельсиновая нотка. Я всем рекомендую приготовить такие замечательные пышки на завтрак. Я уверена, они всем понравятся. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!